Вот налоговая в 2015 году, 10 лет назад, и налоговая в 2025 году. Что изменилось ключевое? Один закон твердит одно, другой другое. Вот этих противоречий было очень много. Налоговая на сегодняшний день – это такой друг, надзиратель или большой брат. Объем серой экономики у нас все равно достаточно высокий пока еще. Есть сферы, где есть определенные сложности внутри, и поэтому они вынуждены идти на какие-то там нарушения. Люди не привыкли платить налоги, они привыкли там как-то там подешевле, там налог расплатился и все. С каждым годом все больше инструментов у налогового органа. Переводы с карт на карту, они как-то контролируются? У нас это только контролируется банками. У меня официально дохода никакого не показывается в системе, как у физлица. Но расходы, не знаю, там условно на 100 миллионов в месяц. Это как-то где-то начинает мигать. Как мне, как предпринимателю, понять, что, допустим, мой бухгалтер некомпетентный? Если в налоговой часто беспокоит, звонит, значит не то. Проверки часто возникают из-за незакрытых задач, вопросов со стороны налоговой. То на сегодняшний день, в 2025 году, работать в белую – это дорого до сих пор или уже выгодно? Друзья, всем привет! Сегодня у нас очередной подкаст, и сегодня мы будем разговаривать на тему того, как вообще именно с финансовой и бухгалтерской точки зрения правильно вести бизнес, свое какое-то маленькое дело, свою какую-то среднего размера компанию или какую-то крупную компанию. И для этого я сегодня позвал в гости своего друга, товарища, партнера Артема. Артем, спасибо, что ты сегодня пришел. Спасибо, что пригласил. В это утро. Да, всем здравствуйте. Утро, которое случайно оказалось без пробок. Да, спасибо, что пригласил. Я очень рад тебя видеть. Очень интересно, да. Артем у нас является предпринимателем, основателем компании ATB Consult, который занимается бухгалтерским аутсорсом и аудитом. Также является сертифицированным аудитором. Да. Мы хотели, чтобы Артем принес свою рамку и прямо здесь поставил. Но Артем сказал, ладно, не надо в следующий раз. Да. Давай так, сразу к делу предлагаю. Да? На сегодняшний день, как я это вижу, что происходит? Во-первых, бизнес, он очень хорошо развивается. За последние, с 2017 года, если взять, с 2017 по сегодняшний день 8 лет прошло с половиной, да? Да. За эти 8 лет бизнес, очень хорошо развивается. Да, есть нюансы, есть проблемы, они есть везде. Что видишь ты? И такой вопрос, значит, сразу в тему, это бизнес раньше, до 2017 года, насколько я это, не знаю, как обыватель просто видел, он в основном работал в серую. Сейчас я вижу такую тенденцию, что как будто бы, как минимум, судя по новостям, по статьям, которые читаешь в бизнес-изданиях, что да, серая часть есть, но она потихонечку отбеляется. Для этого предпринимаются меры и какие-то поощрения со стороны государства. И бизнес сам охотно вроде бы как будто бы переходит в эту сторону. И поэтому на сегодняшний день, в 2025 году, работать в белую – это дорого до сих пор или уже выгодно? Как ты считаешь? На мой личный взгляд, работать в белую всегда было выгоднее. Даже в старые времена? В старые было сложнее, потому что не было такого налогового администрирования, было гораздо сложнее делать определенные операции. На сегодняшний день многие моменты уже решены. То есть работать в белую гораздо проще стало. Что касается более выгодно, думаю, что в белую на именно перспективу, на дистанцию, так сказать, все равно работать выгоднее, чем в серую или в черную. Я стараюсь вообще придерживаться того, что как минимум не совсем нам на 100% белую, но на 95% мы работаем прозрачно. И клиентов, кстати, тоже стараюсь выбирать больше таких. То есть с такими гораздо проще выстраивать диалог, налаживать отношения рабочие. Что касается разницы, раньше действительно очень многие моменты были тупиковыми. Очень много было разногласий в законодательстве. То есть один закон твердит одно, другой другое. Этих противоречий было очень много. Но сейчас же до сих пор тоже такое есть. Есть, но гораздо меньше. Или можно оспорить, а раньше нельзя было? Да,
И оспорить сейчас гораздо проще, и в целом такие моменты, они решаются. То есть даже мы тоже в этом содействуем. Когда видим такие разночтения, мы стараемся писать официальные письма, как-то влиять на ситуацию, то есть стараемся не оставаться в стороне. Вот. И действительно как бы чувствуется то, что налоговые органы, остальные компетентные органы идут навстречу. То есть раньше это было очень сложно, все, процессы затягивались, все было бумажно, ввиду отсутствия цифровизации. То есть руководству тоже сложно было отследить, да, выполнение неких процессов. Сейчас из-за того, что вся система практически открытая, прозрачная, так и, ну, в частности, налоговый комитет работает гораздо быстрее. Вот. Это ощущается и как аутсорсер, и как сам предприниматель я это чувствую. И проблемы клиентов решаются гораздо быстрее, чем раньше. То есть мне вот удалось, да, застать те годы, 2011 года я стал главным бухгалтером. В 2014-2015 годы, как раз вот 10 лет назад, это был такой начальный пик, так сказать, моей работы в качестве главного бухгалтера. Поэтому я все эти времена застал, и однозначно сейчас работать и более, ну, и легче в целом, и ты чувствуешь какую-то поддержку. Раньше ее практически не было. Ну, то есть, как минимум, сейчас работать в белую легче, чем раньше. То есть сейчас как бы вопрос, если там выгодно, невыгодно, это, наверное, сейчас мы дальше обсудим, но вот как минимум легче. Да. А вот ты говоришь, что вопросы стали решаться легче, быстрее, да, вот договариваться стало тоже легче, там какие-то вопросы оспаривать. Но я вот, допустим, ну, достаточно много раз слышал такое мнение, что от самих там сотрудников, даже налоговой, что, ну, типа сейчас те сотрудники, тот штат, который есть в налоговом комитете, он там намного слабее, хуже, чем который был раньше. То есть, но для меня, как потребителя налоговых услуг, грубо говоря, да, там, услуг налогового комитета, наоборот, как будто бы. То есть, да, вроде, ну, окей, может быть, по чему-то мнению, значит, сотрудники стали хуже, менее компетентные, но дела-то быстрее решаются, и легче стало работать. И я думаю, это ввиду того, что сейчас цифровизация очень сильно развита. Сейчас нету тех проверок, что были раньше. Сейчас там 90% это автокамерал, то есть, ну, предкамеральная проверка, камеральный контроль. Раньше, если ты помнишь, раз там в 3 года налоговики приезжали. По-моему, чаще приезжали. Ну, по-моему, раньше было так, что захотел, приехал. Нет, там... Такого не было? Совсем так просто не было никогда. Нет, они там проверяли последние 3 года, последние 5 лет, раньше был срок исковой давности 5 лет, и вот недавно сократили до 3 лет. Они проверяли там последние 5 лет, и затем такой был промежуток времени, ну, в среднем это составляло 3 года, по моей памяти. И затем они проверяли уже новые периоды. Вот. Это был выборочный такой анализ, составлялся перечень. И, кстати, наша компания 2 раза попадала в этот перечень, но ввиду того, что за последние там 3 года был непрерывный рост численности сотрудников, оборотов и так далее, мы попадали в список моратория на проверку, то есть нас исключали. Вот, то есть раньше тоже были свои плюсы. Вот. Просто ввиду нынешней цифровизации, наверное, уже нет такой надобности в суперэкспертных сотрудников, и поэтому... Может быть, действительно сейчас сотрудники немного другие, но мне кажется, что в целом сейчас работает система гораздо лучше. Понятно. Если все-таки возвращаться к вопросу, работать ли в белую или нет. Вот ты говоришь, что в долгосроке лучше работать в белую. Я с тобой полностью согласен. Как бы я для себя точно такую же политику там в свое время избрал.
Вот. Ну, как это объяснить вот простому предпринимателю, который, вот, не знаю, может быть, только начал бизнес или ведет уже давно, но как-то не задумывался об этом, потому что, ну, все-таки, судя по статьям официальным, да, какой-то статистики, объем серой экономики у нас все равно достаточно высокий пока еще. То есть, вот как объяснить преимущество простым языком? Ну, смотри, каждая сфера очень сильно отличается друг от друга. Например, если брать там сферу экспорта или там обучения, там есть льготы очень хорошие. Там по экспорту товаров НДС по нулевой ставке, налога на прибыль нету, соответственно, ну, ты в целом никак не продашь мимо кассы. То есть товары через границу проходят с заполнением деклараций и прочего. Вот. И нет смысла как бы что-то скрывать. Есть сферы, где есть определенные сложности внутри. И поэтому они вынуждены идти на какие-то там нарушения. И где-то можешь какой-то пример привести? Ну, чаще всего это связано там сфера общепита. И строительная сфера, наверное, тоже. Строительная более сложно, потому что ты все равно закрываешь документы заказчику или там форма 2, форма 3, от них никуда не уйдешь, у тебя есть определенные расходы на строительство, от которых не убежишь. Просто как ты делаешь сделки с контрагентами, где ты покупаешь сырье, материалы, это, да, другой вопрос. Вот. Я думаю, что в услугах больше... Серости. Да, серости, потому что, ну, вот, например, мы работаем, у нас нет ни одного клиента, кто работает за наличку. Мы работаем официально, потому что я знаю, что лучше где-то переплатить, но зато будет полный контроль. То есть все деньги в кассу, да, принцип такой. Вот. Многие, ну, я как слышу, стараются все-таки часть дохода держать в серую, потому что есть некие расходы, которые им нужно там покрывать чуть ли не ежедневно. Вот ввиду этого, из-за того, что нету системы, они прибегают, ну, как бы к легкому варианту. Если посидеть, подумать, разобраться, построить долгосрочную систему, я думаю, что в любой сфере можно, ну, как минимум, прийти вот практически к обелению. И вообще, на мой личный взгляд, мы со временем к этому придем. Потому что с каждым годом все больше инструментов у налогового органа, и ты практически за каждую сделку уже, то есть все в системе, электронные счета, фактуры, и КПУ, и прочее. То есть нас подводит к тому, что будет все видно, все прозрачно, и сложно будет в серую работать. Ну, как в развитых странах там очень маленький процент. И она есть, это серая экономика, но она очень маленькая, но по-моему, там просто практически невозможно уйти из-под контроля. Поэтому там все вынуждены работать. Но при этом, вот ты правильно отметил, создается как бы удобная, хорошая платформа для предпринимателей. То есть все равно на сегодняшний день, да, все как бы хорошо развивается, но что я вижу, как именно предприниматель, то, что очень часто принимаются решения в части какого-то налогового регулирования не с точки зрения помощи предпринимателям, а с точки зрения именно, не знаю, как-то наказать, там, что-то как-то проучить. И видно сразу, что люди, которые как бы принимают решения, они, возможно, не понимают до конца или, в принципе, не понимают, как работает бизнес, и что если как бы бизнесу создать удобство, он будет готов платить. С этим я согласен, да, абсолютно. Как минимум налоговые ставки, да, они же, ну, не знаю, на мой взгляд, нельзя поменять единую налоговую ставку на все виды бизнеса, на все отрасли. Абсолютно НДС. Да. Да, окей, слава богу, его немножко понизили, он был там еще выше, но 12% все равно это очень больно. И как ты считаешь, это правильно иметь или нужно все-таки как-то разграничивать? По поводу НДС я бы, честно говоря, оставил бы единую ставку для всех. Объясню почему. НДС, есть цепочка НДС, то есть для всех предпринимателей. То есть вот у тебя, допустим, один вид услуг там, или продажи определенного товара. Если у кого-то в цепочке НДС будет по ставке ниже, то есть, соответственно, будет на разницу удорожания. Я бы лучше налог на прибыль сократил. То есть для услуг, для сферы услуг применил бы какие-то льготы определенные. Ну, вот, например, допустим, у нас с тобой смежный бизнес, так сказать, тоже. Мы работаем... Услуги. Да, услуги, и больший расход – это ФОТ, то есть оплата сотрудников. Я понимаю то, что у меня налоговая
бремя выше, чем у моих тех же клиентов. Вот, допустим, и для сферы услуг, где основной расход идет на трудозатраты, где и так есть там НДФЛ, соцналог, 24% налогообложения, здесь можно было налог на прибыль понизить. Вот. Для других сфер в целом там оптовая торговля, строительство, налог на прибыль небольшая ставка, даже относительно наших соседей, ближайших Казахстана и России. То есть там и в целом налоговое бремя выше, и администрирование гораздо жестче. Поэтому каждый раз, когда я слышу внутри страны такое мнение, то, что у нас налоговое что-то прям ужесточает, я сразу же вспоминаю тот опыт наших ближайших соседей. И я понимаю, что у нас гораздо все проще. В Казахстане и в России, да, у них прям вот мы работали с партнерами из России и Казахстана, они делали такой же бизнес, и мы работали под одним брендом, и получается, я смотрел, как у них, их там всех заставляли. То есть мы с первого дня, грубо говоря, там на НДСе, а их недавно только всех заставили перейти на НДС, и у них просто вся экономика бизнеса, она посыпалась. Да, у них порог был выше, да. Но сейчас, допустим, вот в России с 1 января будет ставка НДС 22% повышает. Еще? У них был 20, станет 22, да. В Казахстане вообще хотели тоже до 20% повысить, но там... протесты, по-моему, начались. Да, предприниматели, вот там Максим Барышев, там, Учет КИЗ и так далее, как бы на него подписан, слежу за новостями. Они прям боролись. Они, во-первых, порог повысили переходы на НДС, во-вторых, добились ставки 16% по НДСу. И еще налоговая хотела для компаний на общей системе налогообложения сделать невычитаемыми расходами при сделках с те, кто на упрощенке. То есть ты, допустим, у тебя контракт с упрощенщиком, все, ты этот расход невычитаемый для тебя. То есть и ты платишь налог на прибыль с этой сделки, и он еще. Двойного налогообложения. В итоге они там добились, этот список тоже расширили, предприятий, с которыми можно работать. Но, кстати, вот по вычитаемым и нечитаемым я до сих пор не знаю, добились или нет. Ну, в общем, у ближайших соседей все ухудшается в разы. А у нас вот с 1 января для ИПшников и самозанятых снижается налог с 4 до 1%. Да. Это, кстати, очень крутая инициатива вообще. Я не знаю, кому она в голову пришла. Я вот был там за границей, я такой раз новости читаю, смотрю, с 1 января. Да, и на фоне того, что везде усложнения, у нас как бы еще льготы, это очень круто выглядит на самом деле. Да, вот это прям супер была инициатива, я согласен. Я считаю, что это прям сильно поможет бизнесу отбелиться. Но вот давай вернемся к тому моменту, тут ты говоришь, что я бы оставил ставку НДС, НДС, но, не знаю, на мой взгляд, сравнивать, допустим, с худшими примерами, там, если там у наших соседей все плохо, это не означает, что у нас как бы там все нормально. Но у меня немножко другое, значит, видение того, что почему, допустим, в сферу услуг должна платить тот же самый размер НДС, как и, допустим, производство, когда производство почти все может взять в зачет, и в итоге это нивелируется, расход на НДС, а услуг там, аренда, не знаю, там, сотовая связь, интернет, только это может тебе в зачет сесть, и ты можешь сократить вот этот расход на НДС. Да, здесь как бы палка двух концов, как говорится, потому что если снижать ставку НДС для сферы услуг, это будет как бы цепочка уже не будет такой прям полноценной. То есть я думаю, что покупатели услуг будут спрашивать, на какой ставке НДС и так далее, то есть пытаться снизить итоговую стоимость. А если она единая ставка для всех, там и как бы предмет торга другой. Но у нас вот нет вот этой культуры, к сожалению или к счастью. Но для меня как для потребителя простого, к счастью, а для как предпринимателя, к сожалению. То есть, допустим, за границей ты когда что-то покупаешь, там всегда пишется какая-то цена. Ты берешь, думаешь, не знаю, условно, там, $1000. О, классно, хорошая цена. Пошел на кассу, плюс НДС, я не знаю, там, 1200 уходит, 1150. Вот. То есть, у нас вот этой культуры нету, и, соответственно, бизнесу на самом деле обидно. Немного. Особенно тот, который не может брать в зачет там НДС. Вот если бы у нас вот эта культура была, когда ты как бизнес, да, окей, я за свой товар или за свою услугу там получу какую-то стоимость денег, но НДС это те деньги, которые я вообще не дотронусь до них даже. Я просто ставлю сверху, как бы потребитель за него платит, налоговая сразу забирает. Вот этот момент для меня кажется не совсем справедливым. Ну да. Понимаешь,
Государство взамен дает достаточно много. Безопасность, порядок и так далее. То есть, все равно налоги где-то должны быть. То есть, невозможно... 100%, конечно, да. Без налогов как бы никак не получится. Другое дело, правильно ты отметил, что если больше будет справедливости в этом плане, то будет, конечно, приятнее работать. То есть, опять же, и вот хороший пример привел про производство. Действительно, сырье, это, скорее всего, тоже НДСники. Ты взял зачет, заплатил только НДС разницы. А как раз-таки в услугах входящего НДС нету, соответственно, НДС ты почти в полной мере оплачиваешь. Вот. Но, опять же, можно было бы плюс-минус компенсировать налогом на прибыль для того, чтобы как раз-таки не нарушать цепочку. Такое мое мнение. Но я знаю, что вот даже в США, там, в Штатах разные ставки НДС. То есть не то, что даже на виды услуг или там... Да, у них каждый штат же по-своему регулирует. Да. Все. Но это очень сложная система, и мне кажется, что очень много будет уходить сил и ресурсов на администрирование этого всего процесса. Сейчас есть искусственный интеллект, который может помочь. Согласен. Ну, будем ждать, ожидать лучшего. Я думаю, что вполне это возможно, что будет ставка меняться, потому что давно об этом все говорят. Вот. Ничего не могу сказать. Будем наблюдать. Ну вот в прошлом году, если не ошибаюсь, вот наши друзья тоже ходили там на встречи, и общепиту, насколько я знаю, вроде бы сократили НДС. Возврат НДС оформили. Но убрали возврат, по-моему, НДС или что-то такое. Нет, ставка НДС 12% для всех, да. Единственное, что общепит, если у него доля деятельности общепита свыше там 90%, и именно если оплаты проходят по картам или там через платежные сервисы, не наличными, свыше, если не ошибаюсь, 60%, могу ошибаться здесь, то до 40% можно возвращать НДС в следующий период. То есть, грубо говоря, в январе у тебя выручка показателям проходит, ты в феврале можешь подать заявку и вернуть 40% от уплаченного НДС. Но при этом ты должен обязательно его платить. То есть, если был месяц, и там зачет превышал реализацию по НДСу, ты возврат не получишь. А как это считается, вот эти 60%? Ну, то есть, откуда они знают, сколько должно быть 60%? Это видно или 100%? В платежных терминалах, когда ты пробиваешь оплату, ты выбираешь либо там безналичная оплата, либо наличная. То есть, если безналичная именно оплата превышает там 60% от общего объема, то ты можешь 40 или сколько? И при этом еще доля общепита выше 90%, то есть у тебя нет другой деятельности на этой же компании, то до 40%. До 40% ты возврат можешь. Да. Ну это очень классно, кстати. Потому что то, что я последний раз читал, они говорили, что мы вам сократим НДС, но возврат уберем. Я такой думаю, ну это что же сам получится? Ну типа ты как будто 2 плюс, вместо 2 плюс 2 равняется 4 сделать, 1 плюс 3 равняется 4. Ну да, есть такое. Ну и помимо общепита еще гостиничных услуг тоже есть. Ну это круто. Но вот у общепита прям, конечно, это большая проблема, потому что у них же закуп с базара в основном. И базар тебе зачет НДС не сделает. Закупаться где-то в другом месте не факт, что продукты будут хорошие. Но зато сейчас в плане закупа с базаров здесь тоже автоматизировали. Также можно брать деньги через чековую книжку в банке, наличку, закупать. И сейчас в приложении... Серьезно? Да. То есть закупщик сам указывает, какие продукты он купил, по какой стоимости, в каком количестве. И налоговый уже видит этот приход. И, соответственно, не будет автокамерала вот по этому поводу. То есть раньше выпадало. Появилось через чековую книжку? Через чековую книжку закуп сельхозпродукции был практически всегда. Там плюс еще льгота есть по НДФЛ. Ты не платишь налог на доход физического лица у продавца. Раньше эта льгота была, прям совсем давно, только у фермеров. Необходимо было брать свидетельство там, о регистрации и так далее. С 2019 года сделали у всех физлиц. То есть вот это критерий фермерства убрали. Так получается, что если я ресторатор, чтобы... вот это вот причина, по которой многие не могли... Тоже было неудобство, многие не могли отбелиться в общепите, потому что, значит, была преграда, у них основной расход – это закуп, значит, продуктов на базаре. Но ты говоришь,
что была, оказывается, всегда. Всегда была льгота. Вот эта возможность через чековую книжку пойти взять деньги в банке, закупиться, и это все тебе зачтется как этот... Все верно. Просто бухгалтера многие об этом не были в курсе, не знали. Мы применяли это практически всегда. Интересно. А какие-то дополнительные издержки от этого возникают? Расходы? Ну, только когда с продажи НДС будет. А если ты через чековую книжку взял деньги, пошел, закупил, указал... В зачет же все сделал, да? Ну, по налогу на прибыль полностью, на расход. Да. Единственное, что вот НДСа нет входящего, потому что фермер как бы его не платит, ты просто под расход взял и приходил на компанию. Все. То есть НДС ты все равно с продажи оплатишь. Но налог на прибыль... У тебя входящего НДСа нету, не появляется, но зато у тебя появляется легальный способ взять наличку и пойти закупиться на базаре. Да, то есть не нужно искать альтернативных методов, чтобы наличка появилась. Да. И плюс полностью расход вычитаемый. Интересно. Круто. Окей, а вот по твоему мнению на сегодняшний день вот, объем теневой экономики и белой экономики в нашей стране, примерно какое соотношение? Тут невозможно ответить едино. Могу только предположить по сферам. То есть там, где скрывать, так сказать, нечего, есть льготы, там она минимальна. Ну, это все, что связано с экспортом, наверное, да? Экспорт, образовательные услуги, социальные услуги, там тоже много льгот. Да. Там же НДС вообще освобождена, не по-моему, от НДС. Да, в социальной сфере частично. То есть для детей там есть разделение тоже по группам. Вот. В основном услуги в социальной сфере освобождены от налога на прибыль. А НДС там зависит от группы. Например, там детский футбол освобожден полностью, взрослый футбол. Налог на прибыль есть освобождение, по НДСу нет. Такая разница есть. Но есть же мнение, я вот, кстати, читал у многих экономистов, что чем давать льготы тому или иному бизнесу, ну, там, в сфере бизнеса, лучше, ну, как бы, в целом это негативно, в конечном итоге это негативно влияет на экономику, и лучше нормальную единую систему разработать, чем давать всем льготы. Потому что у нас же есть вот крупные предприятия тоже, которые тоже льготы получают, и я знаю, что многие прям недовольны этим. Тут есть мысль правильная, но единственное, если ты даешь льготы детскому, ну, вот, бизнесу в сфере там, детского образования или каких-то кружков и так далее, ты никому не навредишь. Просто для конечного потребителя это будет дешевле. Если ты даешь льготы какого-то крупного завода, а малому бизнесу нет, в рамках одной деятельности, то у завода появляется преимущество. Он и так большой, еще льготы. Вот этим можно быть недовольным. Наверное, скорее всего, это этот момент. Ну, на экономику же это в конечном итоге тоже как-то влияет. Это влияет, потому что нарушается там закон о справедливой конкуренции. То есть антимонопольный комитет должен здесь работать, на мой взгляд. И как раз-таки вот такие льготы, наверное, аннулировать, там, оспаривать, чтобы именно в рамках одной сферы деятельности у всех были равные. Кстати, все еще ждем руководителей антимонопольного комитета в гости. Давно уже пригласили. Вроде бы все согласились, но очень долго согласовываются вопросы вот, в правительстве, поэтому я очень надеюсь, что скоро мы встретимся, пообщаемся. Хорошо. Вот смотри, вот ты еще сказал, что налоговая у нас стала работать лучше, эффективнее, там, быстрее, да? Однозначно. Налоговая вот за вот эти 10 лет. Сейчас мы живем в 2025 году. Вот налоговая в 2015 году, 10 лет назад, и налоговая в 2025 году. Что изменилось ключевое? Подход изменился. Действительно ощущается то, что в последнее время налоговая часто идет навстречу. Раньше таких послаблений вообще не было в целом. Как бы закон, все. Вот буквально вчера вышла новость, что сейчас за весь 2025 год дали возможность откорректировать чеки. Прямо с января по... Что сделать? Чеки, ККМ. Если были ошибки в ВКПУ или в каких-то расчетах там внутренних, можно откорректировать эти чеки. То есть за весь год. Потому что обычно только до 10 числа можно последующие месяцы корректировать. Допустим, октябрь закончился, до 10 ноября можно зайти и сделать корректировки. После этого закрывается период, ты никакие изменения не внесешь. И у многих компаний оставались ошибки в предыдущих периодах. Они ждали этот период, вот сейчас это одобрили. То есть сейчас любая компания может зайти эти чеки исправить. Ошибки. Так, что еще? И в целом вот такой принцип сохраняется во многих направлениях. То есть если какие-то есть изменения, допустим, вот недавно вводили электронный ТТН, и отсутствуют какие-либо штрафы, пока все бухгалтера не обучатся, не поймут, как это все правильно работает. То есть с любым негативным
так сказать, ужесточающим изменениям есть какой-то льготный период, когда налоговая прям не штрафует, подсказывает, создаются рабочие группы. Вот раньше я такого не помню. Может быть, я прям 10 лет назад так сильно в это не углублялся, и в целом таких инструментов не было. Но по ощущениям я помню, что прям все было вот как по закону, и все. Никто не прислушивался. Сейчас к тебе прислушиваются, ты можешь обратиться. То есть ключевое, налоговая стала более гибкой. Слышай, да. Она стала гибкой, она стала прислушиваться. А как ты думаешь, почему так произошло? Я думаю, что... Это, не знаю, это заслуга руководителя текущего или общая политика государства, или что, ну, как бы, что повлияло? Ну, всегда все зависит от первого лица, я считаю. Ну, в любом случае, без доброй воли, так сказать, такие изменения не делаются. То есть, самое главное — настрой, посыл. Вот, а с этого уже как бы идут изменения. Потому что если бы первое лицо не хотело бы этих изменений, их бы не было, на мой взгляд. Окей. Ну и получается, вот у меня был такой вопрос, ну, наверное, получается, ответ на него понятен. Но если нет, если я не прав, ты меня подкорректируй. Налоговая на сегодняшний день – это такой друг, надзиратель или большой брат? На мой взгляд, все-таки большой брат. То есть он вроде бы смотря кто ты, смотрит, да, как бы, ну, он за тобой наблюдает, как бы, но при этом тебе там, как бы, ну, плетка тебя не бьет. Смотря кто ты, смотря как ты работаешь. То есть для тех, кто работает добросовестно, не пытается там что-то незаконное делать. Это друг. Это друг, однозначно. Если ты встал на путь исправления, хочешь обелиться, это большой брат. Большой брат. Да. Если ты работаешь в серую или в черную, это надзиратель. Вот так, наверное. Понятно. Хорошо. А какие вот за последние 3 года, ну, за последние 3 года ты точно, наверное, можешь сказать, за 10 лет, конечно, такой большеватый срок. Вот за последние 3 года были самые такие главные изменения в налоговом регулировании, которые позитивно повлияли? Позитивно? Ну, слушай, все изменения, они в глобальном плане позитивны, на мой взгляд. Почему? Если ты добросовестный налогоплательщик, то есть любое изменение налогового администрирования, оно тебе на пользу, потому что оно как бы отсеивает тех, кто работает незаконно. Если ты в целом готов работать по закону, это будет тебе в плюс в любом случае. Вот, поэтому любым таким изменениям логичным я всегда рад. Но бывает иногда сложные изменения. Например, вот e-актив, там электронный склад хотели вводить. Запуск, наверное, 3 или 4 раза переносили. На полгода, и потом в конце концов отменили. Вообще крайне нелогичная идея была, потому что как бы уже с 2020 года все счета-фактуры в обязательном порядке электронные, но когда вводили электронный склад, обязали бухгалтеров вручную дублировать и вносить эти приходы и расходы. И вопрос, зачем тогда электронные счета-фактуры, если ты делаешь двойную работу и вносишь как бы вручную. И вот сообщество бухгалтеров и всех, кто вокруг, протестовали, просили, в общем, достучались и в конечном итоге отменили вообще введение этого электронного склада, потому что цифровизация, опять же, и налоговый орган начал мониторить именно с счетов фактур самостоятельно. Вот, это была крутая отмена ненужного, непонятного закона. Вот. А в целом, я понимаю, почему делаются эти изменения, потому что очень... Кстати, вот про серую экономику. Перевозчики раньше вообще были неконтролируемы. Сейчас ты любую поставку товара в ТТН указываешь автомобиль, на чем он балансе. Соответственно, ты уже не можешь за наличные средства арендовать такую технику на перевозке. Соответственно, здесь договор появляется с счетом фактуры. И государство больше поступает выручки по этим налогам и так далее. Я это так вижу. Хорошо. Какие-то еще ключевые позитивные изменения? Ну, в целом, ввиду того, самое вообще крутое изменение, это то, что вот электронные счета фактуры стали. Вот мы, допустим, открыли свой аутсорсинг в 2019 году. Тогда еще все счета фактуры были бумажные. И мне приходилось к каждому клиенту ехать, все это подписывать самому. Потому что у меня не было помощников в то время. Только начинал работать.
И тут спустя буквально 4 месяца вот это нововведение электронной счетовой фактуры, и это круто вообще изменило нашу сферу. Вот. И мы выросли благодаря этому изменению. И я понимаю, сколько ненужной работы было раньше. Почта, отправка, кучу времени ждешь, подписал, не подписал. Сейчас все электронно и очень круто. А вот есть еще, очень часто в новостях тоже это фигурирует, и в публичных выступлениях главы государства, что есть там мораторий на проверки бизнеса. Вот. Есть ли он на самом деле, или это какой-то Да, он есть. красивая история? Сейчас есть рейтинг устойчивости. Вот у кого рейтинг 3А, это 96 баллов и выше, к таким компаниям не применяются никакие виды проверок. Вообще? Вообще. Ага. То есть до тех пор, пока у тебя высокий рейтинг, тебя вообще никто не трогает? Абсолютно. Это и в кодексе прописано. Ага. Но другой момент, что этот рейтинг очень сложно удержать, потому что критериев достаточно, которые нужно соблюдать. То есть вовремя платить налоги, чтобы штат не сокращался, стабильно рос, чтобы не было там перерасчетов и так далее и тому подобное. Давай тогда вот про этот рейтинг устойчивости тоже поговорим. Давай. Что это такое, для чего это было придумано? Есть ли практика в других государствах тоже? Честно говоря, не изучал в других государствах, есть ли такая именно подобная практика. Но наверняка есть какой-то мониторинг, потому что важно отделять добросовестных налогоплательщиков от серых. Вот. До этого рейтинга у нас был коэффициент разрыва цепочки НДС. В каждом электронном счете фактуре было видно там от 0 до единицы коэффициент разрыва. То есть, если у тебя входящий счет фактура с коэффициентом 1, это значит, что твой контрагент практически не платит НДС. Ну, не считая случаев, где это был сбой. Вот. И, соответственно, из-за этого многие компании начали добавлять в контракт сноску о том, что если там рейтинг снизится в течение какого-то периода, контрагент обязан компенсировать сумму НДС там, и так далее. То есть это очень негативно начало сказываться на бизнесе. То есть компании начали пугаться и шугаться от тех, у кого высокий там коэффициент разрыва. Хотя, как я и упомянул ранее, были сбои. У нас была компания, которая только платила НДС, ни одного зачета не было, и коэффициент разрыва был 1. То есть, и когда мы задавали вопрос налоговые, они там тоже не могли нам помочь с этим, так сказать. И ввиду вот этих сделок, то, что многие начали искать контрагентов с маленьким коэффициентом, это в целом на деловой среде негативно сказывается. То есть, когда ты уж слишком избирательный из какого-то там критерия. Честно говоря, я даже не слышал про вот этот критерий, про коэффициент разрыва НДС. Это был громкий скандал. Даже президент, прям на встрече с руководителями. Да, очень высказался. Это когда было? Критично. Это было, точно помню, август был. Август 2023 года. Это недавно совсем было. Да. Интересно. Да. И если ты посмотришь вот по счетам фактурам, вот до определенного периода в счет фактуре есть этот показатель, затем его нету. И я даже больше скажу, что после этого выступления, из-за того, что речь была настолько там критическая, так скажем, еще даже закон не вышел, а рейтинг уже скрыли. Прям в день выступления. Понятно. То есть настолько он вот был негативно сказывался. Ну, раз я не слышал, и раз ко мне никто не приходил, значит, у нас все было нормально. Да, наверное, так. Так. Но мы изнутри часто сталкиваемся с тем, что не видно большинство, а внутри мы видим. Ну, из-за большого количества клиентов. Ну и в итоге вот рейтинг устойчивости. Что он из себя представляет? Да, вернемся к рейтингу. Да. Рейтинг устойчивости – это совместный проект торговой палаты и ГНК, налогового органа. То есть они обмениваются данными, и есть рейтинг там тоже от 0 до 100. И разделен он по группам. То есть там вот от 96 до 100 это 3А, там от 91 до 95 2, и вот в таком порядке аналогичном. И, соответственно, когда ты проверяешь своего контрагента, ты видишь его рейтинг и делаешь выводы.
Стоит вообще с ним связываться. Да, то есть этот рейтинг гораздо более логичный. То есть ты сейчас очень много данных, которые в открытом доступе, и ты можешь проверить компанию, посмотреть его финансовые показатели и так далее. Сейчас мы клиентов начали тоже так проверять, потенциальных, которые к нам приходят с запросом, взять их на бухгалтерский учет. Мы уже видим по карточке клиента, что он из себя представляет, так скажем, стоит с ним работать или нет. Потому что у нас тоже есть, так сказать, свои внутренние риски. Вот. И этот рейтинг гораздо более логичный, и он ведет к тому, что если у тебя он 3А, тебя не будет касаться никаких проверок, если у тебя там чуть пониже, все равно компания-контрагент проверяет тебя, видит твой рейтинг, делает положительные выводы там, и с тобой работает. Ни о чем не переживает. Ну, то есть, если коротко совсем, то этот рейтинг просто показывает, ты добросовестный или добросовестная, хорошая компания или да, какая-то непонятная. Хорошо, а как вот смотри, когда этот рейтинг внедрили, я помню, наш тогда еще старый бухгалтер, она там хейтила прям. Непонятно, что-то как-то криво работает, вот непонятно, вот, допустим, там есть определенные категории, по которым ты, наш бизнес в принципе не может заработать очки. Владеть собственностью, мы в аренде сидим. А если ты владеешь собственностью, тебе там плюс, не знаю, там сколько-то очков. Вот. И насколько сейчас вот эта ситуация там исправилась, насколько там сейчас все прозрачно, справедливо, понятно, и как держать все-таки высокую планку? Сейчас ситуация гораздо получше, чем раньше. Действительно, раньше были некие ошибки. Об этом и комитет сообщал, то, что все работает в тестовом режиме, и не обращайте внимания, скоро все поправим. Поправили. В целом рейтинг логичный максимально. Для любого вида бизнеса. Есть все равно, всегда будут такие моменты, когда Нюансы есть, да. Но в глобальном плане он логичный. Вот. И даже если у тебя там, допустим, не 100, но 90-80 ввиду отсутствия там собственной недвижимости, это все равно хороший рейтинг. То есть он показывает, что... Но проверка все равно придет. Да, проверка не придет только на 3А, и это очень сложно добиться этого. Да. Я так скажу. Потому что любой перерасчет – это минус 1 балл. Там сотрудники сильно уволились, минус 5 баллов и так далее, аналогично этому. То есть нужно прям все на чеку держать. Это очень сложно. Но это есть. В конечном итоге рейтинг устойчивости, его плюс-минус всем видам бизнеса можно поддерживать на каком-то достаточно высоком уровне. Да. Вот, то есть на сегодняшний день это возможно. Да, на сегодняшний день. Вот, и тогда можно как минимум там избежать частых проверок. Да. Нет, проверки напрямую не зависят от рейтинга. Никто не пойдет тебя проверять, если там супер сильный низкий рейтинг. Да. Проверки часто возникают из-за незакрытых задач, вопросов со стороны налоговой. Для этого есть предкамеральный анализ. То есть вот автокамерал, да, называется в народе. То есть ты заходишь, грубо говоря, в свой автокамерал и смотришь, какие у тебя есть несоответствия в учете, в отчетности. И заранее прорабатываешь их. Если ты их долго не будешь решать, когда до тебя дойдет очередь, камеральная проверка прилетит. Если камеральная проверка выявит какие-то более серьезные расхождения, тебе может быть назначен налоговый аудит. По такому. То есть рейтинг устойчивости напрямую не зависит прям на проведение проверки. То есть ты можешь быть с высоким рейтингом, но у тебя какой-то автокамерал, какая-то сумма значительная, вот по одному вопросу висеть, условно. И вот ты ее не закрыл долго, потом камералка прилетела. Камеральный контроль делается полностью удаленно. Вот. И если ты не предоставил документы, не обосновал, то налоговый аудит, да. Получается, 3 вида проверок существует. Первое – это предкамеральная, автокамеральная называется. Это когда... Автокамерал относится к мониторингу. Но ты прав, что 3 вида налогов. Да, то есть, когда у тебя что-то не в порядке, тебе просто система подсвечивает, говорит, типа, вот это исправь. Да. Потом, если ты не исправляешь, идет камеральная проверка. Это когда тебе говорят, предоставь документы. Да. Ты отправляешь, они там все проверяют. Да. Если ты и это не сделал... Налоговый аудит. Да, тогда налоговый аудит. Но официально по кодексу к налоговым проверкам 3 вида проверок относятся. Это налоговый аудит, выездная налоговая проверка и камеральная проверка. А чем отличается налоговый аудит от выездной налоговой проверки? Налоговый аудит, он проводится на все, полностью финансово-хозяйственной деятельности. Комплексно. По всем направлениям работы, так сказать. Выездная налоговая проверка может приезжать по одному вопросу. Допустим, у тебя розничный магазин, они хотят выехать и проверить остатки товаров, сопоставить с отчетностью и так далее. Вот в чем разница. Понятно. А прежде чем выезжать в
какие-то предупреждения официальные должны быть? Да, в персональный кабинет за 15 дней, если не ошибаюсь, приходит письмо о том, что будет проведена выездная налоговая проверка, просим подготовиться и так далее. Если это не в рамках уголовной проверки. Но если уголовка, то в любой момент приезжает просто и все закрывает, начинает все проверять. Абсолютно. Понятно. И даже касаемо проверок, если уголовное дело, то может вообще без предупреждения быть и аудит и так далее. То есть... А чтобы было уголовное дело, значит, это прокуратура должна возбудить? Конечно. То есть, ты все равно заранее знаешь. Да, но это чаще всего, да, когда есть какие-то нарушения, не касаемо бухгалтерского учета, но бухгалтерию тоже нужно проверить. Чаще всего так. Потому что очень редко бывает, что прям из-за бухгалтерии раз возбудилось уголовное дело. Скорее всего, сначала будет уголовное дело, камеральная проверка и так далее. Тебе будут просто бомбить, писать и так далее, устрани. Вот. Потом уже. Все, как ты хочешь. И карта тоже. Получи первым. Моникс. Живи в удовольствии. Хорошо, а вот имеет ли право налоговый инспектор просто прийти к тебе в компанию, без предупреждения прийти, постучаться, сказать: здрасте, ну-ка покажите, чем занимаетесь тут? У меня один раз такое было просто, я поэтому спрашиваю. Да, я помню. Ты знаешь, раньше нельзя было, но затем... Раньше это когда? Вот последние 5 лет, по сути, вообще без предупреждения, не считая мониторинга, нельзя было приходить вообще. Так. И, например, у нас есть клиенты, та же область, Ингюль, начали приходить письма как бы предупреждением о том, что к вам, возможно, придет налоговый инспектор. То есть считать это официальным предупреждением о возможной проверке. Никаких сроков, ничего не сказано. Благое дело, никто никогда не приходил по этим клиентам, но такое уведомление я лично сам видел своими глазами. То есть просим считать это уведомление официальным. Ожидайте инспектор. Когда-то. Может быть, завтра, а может, через 5 лет. Да, может, и не придет. Да. Вот. А вообще, по идее, должны всегда предупреждать, если нету... Есть еще моменты, когда, допустим, пришел покупатель, ему не выдали чек, он пошел, пожаловался. И на контрольную закупку налоговый инспектор может прийти, удостовериться, выдадут ли чек или нет, в момент проверить. Понятно. А вот чтобы прийти на предприятие, проверять там остатки и так далее, это уже все с уведомлением. Ну и вот эта вот цифровизация, которая сейчас идет, в том числе через рейтинг устойчивости, это путь к какому-то прозрачному, справедливому, идеальному, условно, там, миру, или это путь к какому-то супер тотальному контролю, где там большой брат, все, только большой брат? Я думаю, что больше к справедливости. В любом случае все упирается в то, что все должны работать на равных условиях. То есть, если кто-то сильно от системы отбивается, это несправедливо, как минимум. Это дает преимущество конкурентное. И с такими игроками на рынке тяжело конкурировать. Я за единые условия. То есть, нужно четко понимать, что если у всех будут равные условия в целом, то как бы более высокая цена, она будет уже как бы у всех. И, соответственно, уже не будет такого, что у кого-то дешевле, у кого-то дороже. Вот этого момента не будет в целом. Просто все примут тот факт, что некоторые... Вот как сейчас, допустим, с телефонами происходит. Да. Ввели растаможку, как бы все телефоны подорожали. Уже нет альтернативного ввоза, и ты уже просто покупаешь. И все. Ты не говоришь, что я куплю у того, потому что у него дешевле. Мне все равно, вез он в черную или в белую. Он уже невозможно вести в черную. Вот и все. Но с точки зрения потребителя, это, конечно, стало менее выгодно. Согласен. Намного менее выгодно. Согласен, абсолютно согласен. Мне тоже этот факт не нравится. Я тоже являюсь потребителем в этом плане. Но как бы выбора нет. Да. И все. Не, вообще, на самом деле, платить налоги... Вот я буквально пару дней назад проводил там индивидуальную встречу со своими сотрудниками и объяснял им, что налоги платить нужно, это правильно. Почему? Потому что я говорю, вот смотри, ты
живешь в этой стране, Да. ходишь по этой земле, не знаю, пользуешься благами там. То есть, допустим, ты же не живешь там где-то в Африке, да, там в войне, в стране, где идет там какой-то военный конфликт, Да. да, и где тебя там как раба, не знаю, там заставляют что-то делать. Я говорю, ты живешь в хорошей, нормальной стране, которая Да. процветает. Я говорю, ну, за это нужно платить тоже. Вот. К сожалению, вот опять-таки, вот то, что у нас нету из-за, ну, мне кажется, из-за прежнего какого-то налогового режима у людей вообще в голове даже нету мысли о том, что нужно платить налоги. Это на сегодняшний день сказывается абсолютно на всем. То есть я еще один пример приводил своим сотрудникам. Говорю, смотри, я говорю, я за границей работал. Было такое, что тебе говорят, там, не знаю, условно, твоя зарплата $1000. Ты пришел, все договорился, начинаешь работать. Тебе, когда платят эти $1000, с тебя оттуда удерживают налог на доход физических лиц. Вот. Я говорю, у нас всю жизнь работодатели были вынуждены из-за того, что были слишком огромные налоги, были вынуждены платить в конверте, и поэтому никто не учитывал, короче, вот эту часть. Я говорю, но по сути НДФЛ – это ваша часть, это ваша, Да. это как бы каждый человек должен сам за нее платить. Вот и то же самое касается и каких-то там товаров, услуг, то есть люди не привыкли платить налоги, они привыкли там как-то, ну, там подешевле, там налог расплатился и все. Да. Вот, поэтому как бы вот эта история, мне кажется, она с точки зрения там, как было раньше, пока еще какой-то есть негативный вот этот отпечаток след, но в целом как будто бы все в нужном направлении идет. Не знаю, может быть, рано или поздно там люди научатся. Да, это все зависит от менталитета. Да, абсолютно менталитет. согласен. Вот. Да, но налоги платить надо, потому что это напрямую все. У меня, кстати, видео даже было. Я раньше вел личный блог, куда направляются налоги уплачены. Там на содержание всей социальной сферы, правоохранительных органов и так далее и тому подобное. То есть это все, что нас делает нашу жизнь беззаботной в плане то, что ты знаешь, что ты выйдешь из дома и живой доедешь до работы и так далее, вернешься. И... Да, за безопасность, кстати, в Да. том числе. Потому что у нас... ну вот я был пару месяцев назад в Штатах, и, честно, я себя там безопасно вообще не чувствовал. Хотя, ну, как бы ты привыкаешь, живя, допустим, здесь, ну, ходишь по улице, ты точно знаешь, что ничего не будет. В любое время суток. Практически там в любом районе. А в Штатах ты в самом центре города, неважно, днем или ночью ты идешь, и ты постоянно чувствуешь себя небезопасно. Потому что у людей есть доступ там к оружию, потому что там, ну, в общем, всякие там разные есть истории. Но, как бы, с другой стороны, зато это процветающая экономика, там очень много возможностей, но с точки зрения безопасности, конечно, вопросы есть. Вот, а у нас все хорошо в этом плане. В этом плане действительно все хорошо. Даже вот если посмотреть на ближайших соседей, вообще ужас, что происходит. Поэтому я, честно говоря, доволен полностью всем, что происходит у нас. И все логично, все движется в правильном направлении. Это мое искреннее мнение, не предвзятое. Вот. Окей. Хорошо, давай вот двинемся в такую историю. Ты в самом начале сказал, что сфера услуг, она все-таки считается такой более серой, чем, допустим, там остальные. Да, то есть, ну вот я сейчас буду перечислять основные, наверное, простые сферы услуг, где, на мой взгляд, тоже это в основном частные услуги, это там сфера красоты, автосервисы, риэлторы, фрилансеры, не знаю, там, блогеры, да, вот там, кто занимается, ну, тем же самым там, видеомонтажом, да, фото-видео. То есть это вот такой большой, на самом деле, как будто бы там бизнес маленький, но из-за того, что там много людей в этом участвует, как бы там, я считаю, что это большая сфера экономики. Вот, и вот эта сфера услуг, вот ты им что посоветуешь? Уже начать платить налоги или можно еще какое-то время? Ну, понятное дело, что начать нужно, да, но почему? Вот какие доводы основные? Я думаю, что они платят налоги. Для них есть крутые вот... Раньше же не было самозанятости, там у ИП были более там строгая отчетность и так далее. Сейчас и послабление, и как раз-таки все эти виды деятельности, которые ты обозначил, это риэлторы, салон красоты, там мастер на дому и так далее. Можно просто самозанятость оформить и работать. То есть, если ты помнишь, самозанятость там появилась очень давно, практически с 2020, по-моему, года. И раньше даже ограничений не было по обороту. Это только с 2024 года, по-моему, вот ввели шкалу, как у
компаний ИП, то есть до миллиарда там и свыше миллиарда. Ну, НДС, свыше да. 100 миллионов уже налог с оборота добавили. До 100 миллионов самозанятые не платят никаких налогов, кроме вот одной минималки взноса. Мгм. Вот. И из-за того, что, опять же, менталитет, люди начали на многомиллиардные сделки делать с компанией, чтобы оптимизироваться и так далее. Только ввиду этого этот порог внедрили. Ага. Внедрили. Вот. Если бы таких сделок не было, то порога бы тоже не было, и самозанятые могли бы вообще без выдачи чека работать, неограниченное количество денег получать, Мгм. и все, проблем никаких не было. Мгм. Как раз-таки все те виды деятельности входят в реестр, Мгм. Мгм. Понятно. в перечень, вернее. Хорошо, ну вот все-таки, что я вижу очень часто, вот именно в этой сфере услуг, оплата происходит переводом с карты на карту. Это Вот. разрешено. То есть самозанятым. разрешено? Да, самозанятым вообще можно деньги принимать наличными без выдачи чека, на самом деле. То есть Так. вот то, что ты видишь, что кто-то оплатил картой, скорее всего, Именно переводом с карты на карту. без разницы. Без разницы. Самозанятый может в любой форме получать оплату. А ИП? ИП нет, у ИП должен быть счет. То есть он должен все... Да. А вот эти вот переводы с карт на карту, они как-то контролируются? Там же тоже, насколько я понимаю, есть какие-то пороги. По поводу переводов тоже была очень интересная история. Тоже скандал у нас был, если ты помнишь. В 2020 году, по-моему, в 2021. Какой год, не помню, но помню то, что в постановлении на последнем чтении добавили Да. пункт. В уходящий поезд так закинули. Да, потом его исключили. Вот. А, кстати, в Казахстане это пролоббировали, продвинули, там это мониторится. Вот. У нас это только контролируется банками, там свыше, по-моему, 150 миллионов это было к минималкам привязано. В общем, определенные операции в определенном количестве, либо на определенную сумму, банки тебя приглашают, банк, и там просят разъяснить, откуда доход, да, или количество операций, или там сумму. Если не обосновываешь, тебя просто в черный список добавляют, и забираешь свои средства в наличной форме, да, и все. Пользоваться услугами банка. Да, именно того банка. Не знаю, потом это распространено на все банки или нет, но смысл в том, что у нас не налоговый орган, а именно банки начали контролировать эти переводы. Но все равно они есть, как ты видишь. Да. Вот. Но стараются минимизировать ущерб от этих переводов. А в плане самозанятости, даже если, допустим, банк вызовет, самозанятый покажет свидетельство свое, обоснует, и все. Окей, то есть, значит, если у тебя есть официально самозанятый, да. вот эта вот зарегистрированная самозанятость, то, в принципе, там без проблем принимать. Единственное, ты там ежемесячно платишь какие-то, значит, налоги фиксированные. Вот, на ИП нельзя. При этом ты говоришь, что вот эти лимиты контролируют, значит, не налоговый орган все-таки, а банки. Да. То есть то дополнение, которое хотели внести, оно все-таки не вступило в силу. Нет, его, аннулировали. Ага, но хотело контролировать налоговая. Да. Там был такой пункт, что на каждый перевод должна была выставляться электронная счет-фактура в автоматическом режиме. Соответственно, грубо говоря, у налоговых органов был бы полный доступ. Потому что там было бы видно, какое физлицо, кому перевел. Но вот контроль переводов с карты на карту, полный контроль со стороны налоговой, это разве не нарушение будет закона о банковской тайне? Да, вот именно по этому поводу и отменили этот пункт. То есть это стало основной причиной, да, почему это не единственной причиной. Единственной причиной. Да. Потому что больше никаких причин быть не может, по сути. Так, хорошо. Ну, давай поговорим про блогеров. Давай. Блогеры, конечно, я не люблю на самом деле считать чужие деньги, вот, но очень активно эта тема в последнее время поднималась там в СМИ, что блогеров сейчас, во-первых, значит, вроде бы какие-то сферы запретили им транслировать, вот, особенно то, что касается психологии, если я не ошибаюсь. Вот, знаю, что за границей, по-моему, то ли в Казахстане, то ли в России, или и там, значит, вступило правило, что если ты на какую-то экспертную историю там претендуешь, то ты должен обязательно быть, иметь высшее образование. Да. Вот у нас, по-моему, пока таких только там в части психологии есть. Да. Да, то есть как вообще сейчас налоговая там осуществляет контроль над блогерами и куда там движется сейчас вся эта история? У нас вот недавно был законопроект, я
так как это не касается моей сферы Блогеры работы... к тебе еще не обращались. Да. Я видел то, что закон о блогерстве как бы разрабатывался там. Любой человек, имеющий до 1000 подписчиков или до 10 тысяч подписчиков, он является блогером, свыше 10 тысяч инфлюенсером. Вот. Ну, либо наоборот. В общем, суть закона такова, что я думаю, как раз-таки законодательно подвести к тому, чтобы вот эти блогеры, популярные блогеры, во-первых, соблюдали все эти законодательства о блогерстве, во-вторых, платили налоги. Вот. В Китае, кстати, вот буквально в этом месяце. Точно, это в Китае было, да. Да, в Китае. Высшее образование. Если ты ведешь свой личный блог, ты должен иметь высшее образование по именно этому направлению. Да. Вот. По психологии ты правильно подметил, что запретили как бы проводить курсы, иметь даже... То есть до вот этого запрета любой человек мог открыть ООО, получить лицензию об образовательной деятельности, ну, именно в курсы повышения квалификации. Там есть два вида лицензий, на самом деле. Вот. Одна уведомительный порядок, другой прям серьезная лицензия, там пожарный, проверяй СС и так далее. У тебя полноценная образовательная лицензия. Вот. И вот курсы повышения квалификации мог любой практически человек получить это уведомление и как бы обучать людей чему-то, даже не имея высшего образования. И психология, так как это больше там к врачебной теме относится. Ну, да, опасная. Да, тут можно как бы мозги кому-нибудь сломать, условно. Поэтому, да, запрет вышел. А в остальных сферах пока нет у нас ограничений. То есть вот блогеры ведут там... Ну, то есть хорошо, чтобы сегодня там быть блогером и, грубо говоря, спать спокойно. Что нужно тоже там самозанятым или ИП зарегистрироваться? Ты знаешь, я знаю, что некоторые блогеры имеют свое прям ООО, и то есть рекламные контракты все оттуда проводят. То есть, конечно, есть те, кто там все мимо кассы, наверняка, вот, но большинство, мне кажется, уже после консультации с юристами открыли юрлица и работают официально в этом плане. Да. И здесь один такой момент есть, что если блогер популярный, у него обычно заказчики тоже какие-то крупные компании, а они, как правило, работают... Они не могут, у них нету там наличных средств, они работают либо по договору ГПХ, оплачивая НДФЛ и соцналог, как налоговые агенты за блогера, либо просят, чтобы компанию дал, и все. То есть в этом плане здесь как бы все прозрачно. Получается, вот есть вот это вот большой пласт сферы услуг, в которые на сегодняшний день не так уж там все по белому происходит. Какой контроль может осуществлять налоговая, не видя ничего? Какие-то действия, может быть, я не знаю, там ногами ходят, там проверяют. Ну вот хронометраж есть, там налоговый мониторинг, они там... Бывает то, что контрольную закупку делают. Ну, допустим, смотри, я там, не знаю, неважно, какими услугами занимаюсь, какие-то услуги оказываю. То есть у меня официально дохода никакого не показывается в системе, как у физлица. Но расходы, не знаю, там условно на 100 миллионов в месяц. Это как-то где-то начинает мигать. Конечно. Это вот как раз-таки один из самых главных факторов риск-анализа. Ага. И вот то есть как физическое лицо именно. Как физическое лицо нет, как это невозможно. Ну вот я и говорю, да. То есть если мы говорим про вот эту сферу услуг, здесь же очень много незарегистрированных деятелей. Это невозможно следить, потому что там, на мой взгляд, больше 50% где-то в штате числится. У кого даже не обязательно именно из тех, у кого есть какие-то там свои движения, темы, так сказать, они где-то в штате все равно числятся. И как бы со стороны налоговой он просто там сотрудник какой-то организации. Это невозможно следить, где он. Опять же, это если кто-то напишет заявление, либо просто физлицо, либо сотрудник налоговый где-то что-то выяснит, там внутреннюю какую-то служебную записку напишет и так далее. То есть, если кто-то явно будет выделяться, прям богатый, а по доходам у него там миллион суммов оклад, условно. Вот. Только в этих случаях. Так за всеми не уследишь. Ну, то есть налаженная система, пока контроля такого нету. Но здесь это уже больше, наверное, даже не про налоговый контроль, а я думаю, здесь в целом как-то... Ну, смотри, я, допустим, первый раз столкнулся где-то, по-моему, в 2012 или 2013 году. У меня были коллеги со Штатов, которые работали вместе со мной там за границей. И
они были единственные, значит, граждане своих стран, с которыми подписывался какой-то вообще другой вид трудового договора. По одной простой причине, что Соединенные Штаты Америки очень пристально следят за каждым своим гражданином, который где-то там даже работает, и как бы неважно, где он там что делает, но если он там находится, он должен быть в другой стране? в части, да, под надзором, и если какой-то доход, значит, к нему как физлицу попадает, он должен обязательно там заплатить налоги. Вот, я понял. Я думаю, что здесь еще вторая сторона есть, то, что любой гражданин, который находится в другой стране, то есть не только в плане доходов и налогов, здесь же как бы потенциальная угроза есть, безопасности государства и так далее. Вот. Мне кажется, здесь просто тотальный контроль всех людей. Ну, большой брат. Да, большой брат следит. А если ты гражданин Узбекистана, и здесь, в Узбекистане, допустим, проживаешь, никуда не уезжаешь, и делаешь какое-то дело, ну, в рамках этого дела ты будешь платить налоги, это все равно где-то как-то отразится. Единственное, что, вот как ты искал, то, что если там кто-то за наличку работает и вообще не зарегистрировался и так далее, вот их там, когда выявляют, раньше предоставляли право уплатить за 1 год, им открывали ИП, и ты платишь свой взнос там за ИП за год вперед. Вот такая мера была. Не знаю, сейчас она действует или нет, тоже так за ИП особо, ну вот, который даже не ИП, там за этим не слежу. Но смысл был в том, что не штрафовать их просто, а дать им возможность работать легально. Вот такой посыл был. Понятно. Ну, за всеми сложно проследить, я думаю. Вот. Тем более с учетом, что у нас население так растет быстро. Ну да, и в большей части я думаю, что как раз-таки вот самозанятость и создали для того, чтобы даже те, кто там, условно, не в штате какой-то компании, получили это свидетельство и работали более-менее официально. Вот. Чтобы отследить тех, кто вообще абсолютно ничем не занят. Хорошо. Такой теперь вопрос. Немножко в другую ветвь пойдем. Значит, вот... Ну, я как предприниматель, допустим, долгое время, первое время там вообще не погружался в бухгалтерию. То есть у меня был там бухгалтер, который самостоятельно там все делал, тут приносил на согласование кое-какие моменты. Вот. Но потом, спустя какое-то время, я начал понимать, что все-таки, наверное, мне нужно хотя бы на каком-то уровне там разбираться. Вот, и когда я начал это делать, я начал видеть много нюансов, вот, на которые нужно обращать внимание, потому что если я не обращу, то, скорее всего, никто не обратит. Вот. Как ты считаешь, нужно ли на сегодняшний день предпринимателю понимать бухгалтерию? Конечно, абсолютно. На каком уровне? На уровне хотя бы среднем. А что такое средний уровень? Понимать, как в целом ведется свой бизнес, как отражены доходы, расходы, что такое вычитаемые и там невычитаемые расходы. Потому что от этого напрямую зависят твои сделки. То есть, если ты делаешь сделки, где большое налоговое обременение, даже пришел там на переговоры, неважно, с бухгалтером, без... Ну, в жизни же много ситуаций случается. Ты не можешь всегда с бухгалтером таскаться по городу. Вот. И должно быть общее вот это правильное понимание, что какие могут быть налоговые последствия сделки. Потому что там большая часть ошибок как раз-таки в налогообложении. То есть, когда предприниматель едет на сделки, он отлично посчитает доход-расход. Единственное, что всегда выпадает, это налоговая часть. То есть, он не задумывается о том, что налогообложение может быть не с суммы там прибыли, а со всей суммы реализации, ввиду там каких-то особенностей сделки, так скажем. И вот, и даже сейчас вот, даже больше тебе скажу, вот сейчас очень много казахстанцев выходит на наш рынок, и там 10 компаний, допустим, зашло, субподрядчиков, там, допустим, строительных компаний, и там 8 из них закрылось, потому что на этапе просчитывания своей прибыли не были учтены налоговые издержки. То есть люди посчитали и поняли, что там работать абсолютно невыгодно. Но они посчитали уже постфактум. Когда уже дело сделали. Да. То есть вот это наиболее часто встречаемая ошибка вот в этом плане. Когда предприниматели не досчитывают, недопонимают, рассчитывают, допустим, на бухгалтеров, которые там у тебя в твоей стране. То есть нужно всегда консультироваться с практикующими бухгалтерами, которые на практике работают, которые знают кодекс. И поэтому, если, это вот в продолжение. Поэтому, если предприниматели эту базу не понимают, очень часто вот этих ненужных сделок, много ошибок, и тем самым они могут себя просто
Ну, их рост будет гораздо дольше во времени. Как мне вот как предприниматель, допустим, я начинающий предприниматель, там, Да. не знаю, нанял бухгалтера. У меня, кстати, полно таких друзей, которые относительно недавно начали заниматься бизнесом. Мгм. Вот я вижу, что в силу опыта там не хватает знаний, не хватает там чего-то, и совершаются ошибки. Как мне, как предпринимателю, понять, что, допустим, мой бухгалтер некомпетентный? Мгм. Или что он где-то ошибся, совершает какие-то ошибки, которые, ну, в конечном итоге влияют там на мой бизнес? На что, может быть, обратить внимание нужно? Или там, Ну, как это сделать? сразу, наверное, ввиду отсутствия их там большого опыта, они своим взглядом не поймут это. Мгм. Вот. Нужно либо к третьим лицам обратиться за помощью, чтобы помогли там проверить. Но это этично, неэтично, я не знаю. Но обычно же все бухгалтера предыдущих бухгалтеров хают. Всегда, когда в фирме меняется бухгалтер, новый бухгалтер приходит, этот, короче, ничего, все неправильно делал. Ну да, это нарушает вот бухгалтерскую этику. Да, и по международным стандартам, вообще по нашим национальным есть Ага. такая профессиональная этика. Если ошибки не критичны, Ага. напрямую не влияют на твой там финансовый и налоговый результат, то есть, ну, начисление налогов, финансовая отчетность, то как бы не хаять и не Ага. ругать предыдущего бухгалтера. Но есть такие, которые даже там до формулировок докапываются, лишь бы себя там подчеркнуть свою значимость. У нас тоже такие бывают клиенты, когда мы там передаем дела. Ой, кто это вел, да? Нет, такого прям нету. Мы стараемся реально грамотно, качественно работать, но даже у нас бывают случаи, когда там бухгалтера, которые принимают, где-то что-то вот там... Я помню, что вот в недавнем случае, ну, мы, допустим, так как мы бухгалтерия на аутсорсе, у нас там единственная папка с кадрами. То есть Ага. все сотрудники в одной там просили разделить, что-то там упорядочить, вот так сложите. По идее, мы там работаем по договору, если у нас все отражено в системе, все налоги рассчитаны, кадровые дела все в порядке, в полном объеме, это уже не наша проблема, в каком виде хочет видеть их получатель. Мгм. То есть он может сам принять и там их расформировать, хоть на каждого кадра сделать свой регистр и так далее. Мгм. Самое главное — составляющая. Мгм. Понимаешь, никакой вид. Да. Одна папка или 10 условно. Но даже такие вот замечания поступали. Вот. И когда мы только начинали бухгалтерский аутсорсинг, поступало очень много клиентов с проблемным учетом, где вот прям вообще учета не было, или 1С не было, или там приносили пакет с документами и говорили, вот, это бухгалтерия. В таких случаях, конечно, я давал отрицательный фидбэк, то, что это вообще как бы учет не велся, ничего не передали и так далее. Если же, допустим, мы принимаем учет, есть база 1С, прям компания или там бухгалтер старался, готовился, в целом как бы душу вложил, мы это видим, мы не будем придираться и чернить там, Мгм. потому что мы видим, что в целом человек работал. Да. Только в критических каких-то случаях мы можем дать отрицательную обратную связь. Вот. Ну, а это поведение вот этих бухгалтеров, это на их совести как бы. Мгм. Сегодня ты, завтра тебя, как бы бумеранг. Ну, это ладно, это так, это отступление, да. Отступление. Да. Я думаю, что если ты говоришь, что они только недавно начали заниматься бизнесом, им очень сложно будет проверить, потому что они сами как бы неграмотны Не в плане. разбираются Да, еще, как, не да. разбираются. Либо могут обратиться к более грамотным бухгалтерам, чтобы просто там привести на Просто, типа, беседу, можешь да, посмотреть пообщаться. там, да? Можно посмотреть, да, Ага. учет, можно пообщаться. Это сразу видно, на самом деле. Даже из разговора, как, что, можно пару наводящих вопросов задать по учету. Если как бы человек знает, понимает, отвечает, ну, скорее всего, он компетентен и как бы старается быть развитым. Потому что некомпетентные бухгалтера, они прям вообще не стараются не развиваться, как бы у них вот какие знания есть, такие есть. Мгм. Вот. И второй момент, недавно вот тоже коллега говорила по цеху, так сказать, если в налоговой часто беспокоит, звонит, Значит, не то. значит не то. Если Ага. прям тишина, спокойствие, налоговая никогда не беспокоит, нет никаких писем в персональном Значит, кабинете и так далее. Ну, это хороший, кстати, показатель, да. Да. Типа, потому что тем более сейчас с учетом Да. там, уровня цифровизации, если налоговая беспокоит, значит... Но ты можешь и не узнать. Как бы, грубо говоря, ну, основной как бы пользователь вот этого персонального кабинета в налоговой, это бухгалтер, потому что он там забыл. И только когда уже по факту там все плохо, тебя 3 раза предупредили, налоговый аудит уже все, и ты такой, что случилось? Вот это как раз-таки то, о чем я говорю. Если ты Да. заходишь в персональный кабинет, и там все письма прочитаны, и как бы Везде нет всё, из них каких-то талабнама, там, вызовов в суд и так далее, Ага. то, значит, скорее всего, все окей. Если ты просто мы открываем персональный кабинет, и там
50 непрочитанных писем, все, там точно беда. Мгм. Потому что среди 50 писем точно найдутся те, которые будут неприятным предпринимателям. Ага. Окей, то есть совет первый – это, значит, обратиться к третьим лицам, Мгм. посоветоваться. Второе, ну, такой очень обывательский показатель – это просто посмотреть, значит, если там замечания, Да. неотвеченные письма там какие-то от налоговой. Еще один очень классный комментарий вспомнил. Сейчас в приложении Салик есть Салик Бизнес. Вот там Мгм. проблемы показываются. Мгм. Вот зайдя туда, ты уже видишь и переписку, то есть есть ли письма прочитанные, непрочитанные, Мгм. и как раз-таки какие есть недочеты в Мгм. компании. То есть не только в плане писем, там даже автокамерал тоже внедрили. Мгм. То есть ты видишь то, что там чеки не были выбиты, Да. там показывает, или выручка упала. То есть он проблемы показывает. Понятно, хорошо. Окей, то есть как понять там, типа, компетентный, некомпетентный, плюс-минус понятно. Дальше. Предприниматель, не имея каких-то глубоких бухгалтерских познаний, какие документы, не документы, какие отчеты должен постоянно смотреть, проверять? Основные. И удостоверяться, что там все нормально. Да, предпринимателю необходимо научиться читать форму 1, форму 2. Это вот, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. Это два основных документа, которые годовая отчетность. Если в течение года, то есть фирма недавно открылась, мониторить налог на прибыль, отчет по налогу на прибыль и отчет НДС. Вот в НДС очень важно приложение зачета, смотреть, чтобы все суммы сделок именно шли в зачет. Мгм. Потому что если, допустим, у компании приостановлено свидетельство НДС или какие-то проблемы, то сделки, то есть зачет НДС может быть как бы не идти в зачет, а просто на расход. И вот отсюда прямой ущерб. Мгм. Мгм. Вот. Я думаю, что вот эти основные моменты. Если компания на упрощенной системе налогообложения, в целом сейчас многие вот на фиксе были до конца года, Да. действительно, там в целом никаких последствий не может быть, если ты там лимит не превышаешь, Мгм. миллиард годовой. Вот. А если ты на обычном налоге с оборота, опять же, мониторить сделки, чтобы вот лимит не превысить. Очень важно, если компания там открылась не с начала года, а в середине. Вот многие считают там миллиард, а на самом деле там пропорционально дням оставшимся году. Надо считать по формуле. Да, кстати, вот этот момент я недавно узнал, что оказывается, если у тебя есть лимит, допустим, миллиард, у всех он есть, да, Мгм. после которого там на НДС переходишь, или там 100 миллионов, допустим, да, там для самозанятого, после которого там начинает платить Мгм. налог с оборота, то это не считается накоплений, да? Это, оказывается, дробится пропорционально, там как-то смотрится. Это не дробится, это только для тех компаний, которые не с начала года. Если ты 1 января зарегистрировался, допустим, у тебя полный миллиард. Ага. Если, допустим, 1 июля, это, условно, полмиллиарда. А, И если ты превысишь, допустим, сделаешь с июля по декабрь сделаешь 600 миллионов реализацию, то это уже будет считаться как... ты только с 1 января следующего года перейдешь на Мгм. НДС. Не в действующем году, а в следующем. Мгм, мгм. А если ты в текущем за полгода превысишь миллиард, тогда ты и в текущем перейдешь. Мгм. Вот такая система. И Понятно. многие на этом прокалывались. Благо у нас был такой кейс, то есть, по-моему, в 2022 году вот клиент... пришел клиент, то, что вот не уследили и так далее. Мгм. И вот мы над этим работали. То есть очень классно, что есть много разного опыта, и ты как бы свою вот эту профбазу копишь. Мгм. И вот ты говоришь, только недавно узнал, мы знали об этом в 2022 году. Мгм. И если, допустим, предприниматели только начинающие, наверное, один из самых крутых советов, я просто вначале не хотел там рекламировать услуги и так далее, но я могу в целом сказать, что для начинающих предпринимателей именно проверенный аутсорсинг будет крутым помощником, потому что Мгм. начинающий предприниматель не может позволить себе дорогостоящего бухгалтера. Скорее всего, это небольшая компания. Но аутсорсинг берет тем, то, что ты можешь за тоже небольшую сумму, ввиду того, что у тебя компания небольшая, крутую экспертную команду получить. И они тебя будут как бы направлять. Но вот опять-таки, мне кажется, что аутсорсинговым компаниям в этой сфере тяжело конкурировать с частными бухгалтерами, которые берут на тоже аутсорс неофициально, там они могут 10 компаний взять, вести, 20 компаний, и там
допустим, аутсорс нормальный, он там платит, это компания, которая платит налоги, да, у которых есть расходы. А есть физическое лицо, которое просто в частном порядке оказывает услуги, и он там не 10 миллионов, а, допустим, за 2 миллиона сделаю, нормально. 20 компаний наберу, 40 буду зарабатывать. Ну да, есть и такая сторона. Здесь, опять же, все зависит от потребителя. То, к чему он идет, как бы... Я бы, например, как предприниматель боялся бы работать с тем, кто там работает из дома, неофициально, не по договору. Завтра что-то будет, просто, условно, телефон отключит и все. Да. Мы работаем официально по контракту, мы несем риски. Мы там, бывало, в нашей истории тоже были моменты, где мы компенсировали там ущерб. То есть у любой компании есть такие кейсы, абсолютно. Угу. Вот. И как бы наша репутация, наши репутационные риски не позволят там скинуть клиента и оставить его наедине с его проблемой. То есть мы максимально до конца и как бы и по закону, и по смыслу. Вот. И аутсорсинги разные бывают. У нас, например, модель аутсорсинга то, что у нас фот большой, например, там 70% мы оплачиваем от того, что получаем от клиента, оплачиваем сотрудникам. Вот. И как бы в нашей экспертности я уверен. Есть, конечно, аутсорсинг, который там берут 10 миллионов, условно, от клиента, 2 миллиона заплатил, и все. Да. 80% прибыли. Да. У нас, допустим, есть там бухгалтер по первичной документации, главный бухгалтер, у нас внутренний контроль есть. Также у каждого бухгалтера практически есть. Не у всех, конечно, бухгалтера, у которых именно количество компаний там не маленькое, у них всегда есть помощник, который помогает. То есть нагрузка равномерно распределена. И там даже в отчетные периоды мы там очень редко задерживаемся, практически всегда там в 6 уходим домой. Почему? Потому что нету переработок таких прям жестких все сотрудников. Да, я стараюсь... Я за КПД, да? Я не хочу, чтобы сотрудники такие до 9 вечера каждый день работали вялые. Кто ценит, тот понимает, тот работает. Я, например, понимаю, что там в рамках одного сотруднику гораздо там выгоднее работать. Даже. То есть доход сотрудника от его работы больше, чем там компания зарабатывает. Да. Других аутсорсингов по-другому. То есть, кто за что топит, да, так скажем. Понятно. Хорошо. Вот теперь вот это вот, резюмируя вот эту первую часть советов для предпринимателей, значит, как понять, значит, компетентен бухгалтер или нет. Это, значит, во-первых, посоветоваться там с третьими лицами, да, во-вторых, удостовериться, что к тебе претензий от налоговой нету. То есть это вот такие первые показатели. Потом, следующий момент, какие отчеты нужно читать, обязательно, это ты сказал, баланс, форма 1, форма 2, то есть баланс и финрес. Да. Вот. Еще, наверное, ДДС, тоже было бы хорошо смотреть. Отчет о движении денежных средств, ты просто понимаешь, куда там деньги. В большей части предприниматели как раз-таки это и контролируют. Да, только это контролируют. Да. Плюс еще налог на прибыль и НДС надо смотреть. Да, окей. Вот теперь следующий момент, значит, это вот я выбираю бухгалтера. Да. Как мне правильно оценить бухгалтера? Он вообще компетентный или нет на этапе собеседования? Если ты сам в бухгалтерии ничего не понимаешь, то будет очень сложно. У нас, кстати, есть подбор. Мы делаем рекрутинг бухгалтеров, подбираем, так как мы сами эксперты. Как услуга? Да, как услугу. Сколько стоит? Ниже рынка прям доступно, действительно. Там какой-то рейндж или фиксированная какая-то? Смотря какая позиция. Главный бухгалтер сколько? Это не будет выглядеть как реклама? Нет, мне просто интересно самому реально. Главный бухгалтер, по-моему, за 8-10 миллионов мы подбираем. Вы подбираете? Да. А какую-то гарантию даете? Да, в течение месяца, если уволится, замена повторная. Понятно. Потому что выбор всегда все равно на стороне предпринимателя. Хорошо, все-таки какие-то можешь советы дать, как постараться оценить плюс-минус там нормального бухгалтера? Смотреть на стаж работы. Если действительно там 10 лет опыта и не такое, что по полгода в каждой компании, а, допустим, 3-4 года в одной компании поработал, плюс-минус, скорее всего, это нормально. Если он действительно там был главным бухгалтером. Потому что, работая в одной компании 4 года, ты, скорее всего, там все этапы становления пройдешь, если ты часто не меняешь. Так. Вот. Потом, в целом, как общается внешний вид, какая коммуникация. То есть надо прощупывать, проговаривать. Я тебе даже могу раскрыть такую тайну. В 2023 году
Ты сейчас тайну всем раскрываешь, не только мне. Ну, всем. У нас были проблемы с подбором. То есть мы могли, допустим, пособеседовать бухгалтера, поверить в то, что он наговорил, особо его не тестируя, принять в работу. И потом его ошибки мы очень долго все... Расплачивались. Да, расплачивались за это. И сейчас там у нас 3 этапа как минимум. Мы там и тестируем, и в 1С смотрим, как работает на практике. И очень-очень много всего еще вот дополнительно. Потому что я посоветую не торопиться с выбором. То есть, когда ты быстро-быстро на скорую руку, вот, особенно когда компания в стадии масштабирования, бывают очень срочно нужны кадры. Да. И вот здесь очень хорошо действует правило «поспешишь, людей насмешишь». Вообще не торопиться с выбором, протестировать, проверить, удостовериться и только тогда принимать. Окей, то есть, общий уровень коммуникации, внешний вид, стаж работы. Да. А с точки зрения технической оценки какие-то... Если предприниматель сам не понимает бухгалтерию, он не проверит. Даже если я условно сейчас назову какие-то моменты, он не сможет даже визуально понять, это то или нет. Понятно. Поэтому либо, опять же, обратиться к компании, которая может это сделать за предпринимателя, либо же позвать главного бухгалтера, знакомого, и чтобы он провел собеседование. Чтобы он помог. Это тоже хороший совет. На самом деле. Да, потому что бытовой. Если даже там у бухгалтера есть некий стаж, навешать лапшу предпринимателю, который вообще не понимает, это совсем очень просто. Понятно. Вот. Хорошо. Чаще всего так и бывает, на самом деле, поэтому... Хорошо. А вот ты сейчас говорил, что бывают такие кейсы, когда отчетность бизнеса ведется там в бумажках, там не в 1С, да? Вообще Куча на сегодняшний кейсов. день. Да, куча кейсов. То есть я сам, честно говоря, вижу, там какие-то знакомые есть, которые до сих пор по старинке, там как в 90-х бумажках там все ведут, какой-то свой учет в бизнесе. Вообще вот на сегодняшний день 100% все должно быть в 1С или может там в Excel, если там маленький бизнес какой-то, да, там ИП, допустим, он может в Excel вести бизнес? Или все-таки 1С это must? Ну, наверное, уже вот на сегодняшний день можно сказать, что must have. Потому что, сейчас даже если ты 1С не хочешь покупать базу, ты можешь сейчас куча облачных сервисов, типа Глобуса, ты можешь просто взять подписку, и там все будет это вестись. Тебе самому в итоге это гораздо дешевле обойдется. Почему? Нанимаешь бухгалтера, который ведет там все в Excel, с этими данными потом нормальная бухгалтерия не будет работать. Не будет все равно восстанавливать. Это лишние расходы. Вот. Во-вторых, если ты... Что такое вообще бухгалтерия? Это непрерывный комплексный учет. В случае с Excel это уже есть вопросы в непрерывности, понимаешь? Это бы разные файлы там и так далее. Да, я сам начинал с Excel, я с 2011 года работаю главным бухгалтером. Там вплоть до 2016 я работал в Excel, там в 2016 перешел на BEM. Это типа 1УС, вот такой аналог. 2 года в ней поработал, потом начал переучиться на 1С. То есть и я понимаю, что 1С это очень крутой продукт, который во всем СНГ понимают разные бухгалтерии. Если даже будешь выводить свой бизнес там на международный уровень, с 1С ты сможешь многие моменты реализовать. Крупные застройщики СНГ тоже работают в 1С, кстати. Поэтому это беспроигрышный вариант, нужно брать, чтобы учет был системным. И здесь меньше подводных камней будет, все все в одной программе. Excel это куча разных файлов, и контроля здесь не будет. Понятно. Ну и вот вопрос тогда. Вот ты говоришь, на территории СНГ плюс-минус там все бизнесы ведут все в 1С, но 1С, я так понимаю, не знаю, это в моей картинке мира, может быть, я ошибаюсь, это все-таки какие-то старые стандарты бухгалтерии. Есть там ACCA, МСФО по-русски, да, Международный стандарт финансовой отчетности. Он, насколько я вроде бы знаю, он ведется там, не знаю, там в САПе, там еще где-то. Вот. Или его тоже можно вести в 1С? Можно вести. 1С это, по сути, среда разработчика, в которой реализуются те или иные задачи. 1С ежемесячно обновляется. Если у тебя есть компания, в которой ты ее приобрел. Подписка, да? Да. Вот у нас есть там Винком, Фидес и подобные компании. Также есть официальное представительство 1С, которое делает разработку для Узбекистана.
любое новое постановление, какие-то изменения, они вносятся. Допустим, вот электронные ТТН были, все, сразу реализовали. То есть это супер современная, новая программа, ну, чтобы у тебя не было неправильного мнения, которое каждое постановление, каждое изменение дорабатывается. Оно в ногу со временем идет. Вот сейчас, допустим, большая часть компаний работает по НСБУ, в 1С только НСБУ, но уже Винкон готовит там для МСФО. Для МСФО, да. То есть уже возможно даже по МСФО ввести в стандартной комплектации. Но при этом есть и доработки. Ты можешь докупить, и там комплекс есть МСФО, который уже будет полноценно вести. То есть я к тому, что сейчас, когда все компании перейдут на МСФО, я уверен, что 1С бухгалтерия для Узбекистана тоже будет дополнена этим. И она будет как бы этот. То есть SAP – это другого масштаба вообще программа. Это для там заводов и так далее. Это больше даже ERP-система. А 1С бухгалтерия – это именно бухгалтерский участок, доступно, быстро работает. Отлично. Понятно. Вполне все нужды закрывает. Ну, вот ты сказал только что когда все перейдут на МСФО, то есть все-таки все перейдут на МСФО? Ну, не совсем все, а все те, кто должен перейти. А кто должен будет перейти? Ну, я знаю точно, что банки уже давно по законодательству они работают только в МСФО. А вот кто еще должен будет перейти? Большой бизнес, у который ну, крупные налогоплательщики, они уже перешли. И я так предполагаю, что, опять же, с МСФО, как вот с электронным складом, постоянно дату перехода отдаляют. И малые компании, скорее всего, останутся на НСБУ, которые там абсолютно не планируют выходить на какой-то мировой рынок. Вот средний бизнес вполне возможно в скором времени будет поэтапно переводиться тоже. То есть тогда вопрос современному бухгалтеру: все-таки стоит сейчас тратить время на изучение МСФО и получение сертификатов? Или зависит просто, там, хочет развиваться или не хочет развиваться? В любом случае нужно для расширения там кругозора. Я, например, даже вот в 2017 году я проходил это обучение, сколько уже лет, 8 лет прошло. Я не скажу, что я прям использовал эти знания, прям вот именно касаемо стандартов, но мышление в целом, как бухгалтера, меняется. То есть у тебя более широкая картинка становится. То есть ты начинаешь видеть, понимать бизнес больше, да? Финансовые инструменты больше. Финансовые инструменты больше. Финансовые инструменты бизнеса ты начинаешь видеть и понимать больше, как в целом, что такое вообще в мире, что происходит. То есть, потому что в Узбекистане это вот просто там перечислением, оплата и так далее. То есть ты не сталкиваешься там с опционами, с акциями и так далее. Понятно. Еще у меня был вопрос, кстати, я его, честно говоря, забыл задать. Вот по поводу лимитов по налоговым ставкам. То есть у нас же есть эти лимиты 100 миллионов, миллиард, после которого там налоги меняются, значит, ты переходишь там на НДС. Вот, насколько я помню, вот эти ставки, вот эти пороги, они были установлены очень давно. Да. Но время идет. Инфляция. Инфляция, девальвация, всякое прочее, но порог не меняется. Да. Есть какие-то там, не знаю, может быть, ты слышал планы по тому, чтобы изменить? Или кто-то, может быть, там в вашей ассоциации бухгалтеров об этом говорит? Про это еще говорили налоговые консультанты. Порог не будет меняться, скорее всего, потому что планируется, что со временем вообще не будет налога с оборота. В целом все перейдут на НДС, просто как раз-таки это проставки НДС, там, льготы и так далее. Будет обсуждение, так скажем. И мое личное мнение, то, что порог останется каким он есть, и потихоньку он будет просто очень маленьким. Вот, ввиду инфляции, девальвации и так далее. Либо же, когда количество плательщиков налога с оборота станет очень-очень мало, его вообще этот вид налогообложения уберут. И все станут НДСниками. Окей, хорошо. Ну вот ты погружен в эту сферу очень хорошо. Да, изучаешь ежедневно там какие-то новые постановления, какие-то изменения там в налоговых кодексах. Вот, какие-то, может быть, я не знаю, там... Ну, я, допустим, в части там рынка недвижимости очень пристально отслеживаю все новости, какие-то там протоколы совещаний, да, там встретились, об этом поговорили, то, скорее всего, вот так будет. Я вот. тоже. То есть ты в своей сфере делаешь то же самое. Какие в ближайшее время нас ждут изменения в налоговом законодательстве?
И позитивные, и негативные, все вместе, основные, интересные. Негативные уже все случились, которые, да, ожидаемые. Не, шучу, конечно, таковых прям нету, чтобы сильно негативных. Но вот из позитивных, как я уже отметил, для ИП и самозанятых снижение 1%. ставки, да, 1%. Ну, это, по-моему, вообще новость года. Ну да, да. По сути. Их действительно много, и Да. действительно хорошая мера. Вот. В целом, таких прям глобальных изменений не планируется. То есть, ну, по крайней мере, пока новостные паблики молчат в плане изменения законодательства. Ну, закон о блогинге, то, что из ожидаемых. По поводу, вот, может быть, будут какие-то изменения, чтобы, ну, если ты ведешь блог, там, что высшее образование профильное имел и так далее. Да. Потому что, ну, вот, многие страны потихоньку эту практику применять начинают. Вот. Касаемо ставок, все пока неизменно. Ставка рефинансирования тоже прежняя, 14%, ну, в плане финансов. Все как бы стабильно, пока нет таких прям явных изменений. Ну, одной новости года нам достаточно. Ты знаешь, перед каждым финансовым годом, вот в конце года, они обычно там с 20 по 30 декабря выходит указ президента, и там вот как раз-таки будут меняться ставки. То есть, да, вот предприниматели начинающие могут отслеживать этот момент, когда выйдет постановление. Как раз-таки там и определяется НДФЛ, соцналог и так далее. Ставка НДС, скорее всего, меняться не будет, потому что обычно ее заранее там объявляют. Вот. То есть в период с 20 по 30 декабря каждый год выходит какая-то... Указ президента. Где объявляются, значит, основные изменения по ставкам. Окей, Все ждем тогда 20 декабря. Хорошо. Такие заключительные вопросы. Вот, из личного опыта, значит, самый большой штраф, который ты видел, который получал бизнес или предприниматель, вот, из-за, первое, собственной халатности, второе, из-за неточности в законодательстве. Так, неточность в законодательстве, помню, один кейс был, это был не наш клиент, компания обратилась, китайская компания, они были производителями, а ранее была льгота для производственных компаний. Они не платили таможенную пошлину, если сырье для собственного производства используется. Но льгота была ограничена. Это с момента создания иностранного предприятия 3 года. А у них до этого было просто ООО, которое они перерегистрировали в ИП. И, соответственно, на 3-й год. Соответственно... ИП иностранное предприятие? Да. То есть они раньше до 400 миллионов это было обычное ООО, они увеличили уставной фонд на 3-й год, и у них форма собственности поменялась на СПО. И они посчитали, что вот с момента, как они стали СП, у них 3 года. И использовали льготу 3 года. А в итоге возбудили уголовное дело. Да, сотрудников таможни, кто производил растаможку, посадили. И за 2 года им доначислили эту пошлину. Да, именно вот эту таможенную пошлину. Потому что неправомерно она была применена. То есть, несмотря на то, что форма собственности сменилась на 3-й год, и якобы они считали, льгота началась с этого, она была ограничена от даты учреждения ООО 3 года. Вот такое было. Но прям в законодательстве это точно не было прописано, что вот в случае перехода там... Вот это как бы... Не то, что даже неточность, не было разъяснения, и они как бы тоже... Это больше их, наверное. И в худшую сторону было принято решение. В общем. Да. Они об этом даже как бы не задумались, и такая проблема была. Интересно. Вот. То есть это может быть тоже из-за того, что уровень цифровизации был невысокий на тот момент, и вот этого автоматического какого-то там не было, не знаю, перехода уведомления в системе? Возможно, да. То есть это был 22-й год. Да, 21-22 год. Да. Ну, тогда пониже было все равно уровень цифровизации. Возможно, уже бы не допустили сейчас. Но я не знаю. Это просто тонкий момент, на самом деле. Вот, по поводу... Собственной халатности. Это, наверное, больше к собственной халатности. Из-за неточности в законодательстве. Хороший вопрос. Ну, обычно неточности в законодательстве по налоговому кодексу трактуются в пользу налогоплательщика. Поэтому как таковых случаев не было, но были такие моменты, что налоговый орган инициировал какую-то проверку, что-то пытался
предъявить, доказать, но в итоге налогоплательщики отстаивали то, что неточности, да, в пользу налогоплательщиков, и в целом не было злого умысла что-то там скрывать и так далее. Вот. Как таковых, честно сказать, и не припомню кейсов. Вот. Ну, окей. Именно по неточности. Вот, а какое одно, может быть, 3, сам скажи, сколько хочешь назвать, изменений ты бы внес в текущее законодательство, чтобы всем стало хорошо? Всем. Да. Ну, всем win-win, то есть государство, бизнес, люди, не знаю, там, всем стало хорошо. Ну вот, как мы с тобой проговаривали, номер 1 это для сферы услуг бы льготы бы продумал какие-то. Потому что в любом случае там из расходов только ФОТ, и можно было какие-то послабления сделать. Фотоаренда и сотовая связь с интернетом. Да. Вот. Либо же есть же постановление IT-парка, оно сейчас действует для юридических и бухгалтерских компаний, но только если доля экспорта свыше 51%. Я бы эту норму для тех, кто работает полностью на удаленке, убрал бы. Потому что все равно мы тоже работаем посредством интернета, там, удаленно и так далее. Единственный человеческий фактор, но это такая сфера бухгалтерии, где ты не доверишься там искусственному интеллекту или какой-то цифровизации полнейшей. Все равно человек будет присутствовать в этих процессах. Вот. Возможно, здесь какие-то бы послабления сделал. И ты правильно отметил, что нужно делать шаги, чтобы вот помочь предпринимателям выходить из серого бизнеса. Да. То есть, может быть, какой-то бы льготный период для тех, кто... Кстати, сейчас выходит новое постановление, касаемо и бухгалтерской сферы. Там будет впервые описано, что такое бухгалтерский аутсорсинг, какие права и обязанности у кого. Сотрудники бухгалтерии теперь смогут даже, обслуживающие компании обращаться в банк за получением выписок и так далее. Вот классное постановление. И вот как раз-таки в нем и есть пункты про переход. Те, кто были на упрощенке, переходят впервые на оплату НДС. У них там в течение первого года будет сниженная ставка налога на прибыль, по-моему, 7,5%. Это только проект постановления был. Я не знаю, он еще утвердили его или нет. Я просто с ним ознакомился, потому что у нас рабочая группа по ассоциации бухгалтерского аутсорсинга. Мы работали над этим проектом. Вот. Это из хороших. И в целом вот там, где какие-то сложности в сфере, наверное, создавать рабочие группы и работать над тем, чтобы помочь предпринимателям. Потому что те предприниматели, которые работают без какого-то прям злого умысла, там, работать в черную или там сокращать налоги. Да. Помогать им, содействовать, давать какие-то льготы, преференции. Да. Ну, кстати, хорошая идея. Было бы круто, наверное, если бы предприниматели, если он там только свежий, только начал, какую-то условную там песочницу сажали бы и говорили, вот, типа вот в таких условиях, там, не знаю, облегченных, там, полгода-год работай, все ошибки, которые будешь совершать, совершай, не бойся. Мы тебе будем подсказывать, как их исправлять. Ну, а потом, когда уже год пройдет там, типа, мы начнем уже, будешь там по порядку работать. За этот год там, мы тебе будем помогать и обучать. Классная идея, да. Да, было бы, наверное, круто. Вот, потому что, многие хотят, но боятся рискнуть. Да, потому что реально вот со многими, такого маленького бизнеса представителями общаешься, нет понимания в целом. То есть, как это вообще... Зачем это нужно, как это делать, вот, что-то бумажки записывают, что-то там в Excel фиксируют, вот, но так и бизнес не растет на самом деле. Ну да. А всем же хочется все равно там свой бизнес развивать. Хорошо. Наставничество, такое некое? Да. Окей, и какой-то совет предпринимателям, самозанятым от тебя? Помимо платить налоги. Наверное, совет... Работать над собой, развиваться, понимать, что в целом у каждого бизнеса есть своя себестоимость, какие-то внутренние моменты, вот. И как бы не рубить с плеча, а к каждой ситуации подходить с умом, анализировать, думать, почему, как бы вот так. Работать не поверхностно. Такой могу совет дать. Окей. Спасибо тебе большое. Спасибо огромное, что позвал. Вот, я знаю, что выпуск для многих покажется очень таким нудным, потому что бухгалтерия – это всегда скучная история. Но все, кто дослушал
и досмотрел. Молодцы. Вот. Напишите комментарии обязательно вот Артему. За самый лучший комментарий консультация от Артема. Мы не договаривались, вот, но я уже сам предложил. Ты сам комментарий напишешь, да? Да, я сам комментарий напишу. Поэтому, да, вот предприниматели или там кто планирует заниматься бизнесом, обязательно пишите, задавайте вопросы. Я думаю, Артем сам тоже зайдет, там ответит. Вот. Ну и за какие-то самые интересные, лучшие комментарии обязательно там поможем. Хорошо? Все? Спасибо. Спасибо огромное. Давай. Было интересно. Да, спасибо. Привет, это Моникс Алексеевич. Сегодня коротко о том, как в 2025 году работает легальный бизнес в Узбекистане. Первое. Работать в белую стало реально проще. Цифровизация и автоматические проверки делают прозрачную работу удобнее и безопаснее, чем любые серые схемы. Второе. Налоговая меняет роль. Для тех, кто работает честно, она стала сервисом. Система заранее подсказывает ошибки. Но скрыть операции теперь почти невозможно. Все проходит через цифровые следы. Третье. Важная новость для самозанятых. Ставка налога снижается до 1%. Это сильная поддержка микробизнеса и хороший стимул выйти из тени. Четвертое. НДС по-прежнему тяжел для сферы услуг, но механизмы легальных закупок, в том числе у физлиц, давно существуют. Пятое. Excel больше не подходит. Современные бухгалтерские системы стали необходимостью, а личные карты для бизнеса — риск блокировки со стороны банков. И последнее. Проверки теперь идут поэтапно. Автоматическое уведомление, камеральный контроль и только потом выездная проверка. Если реагировать вовремя, до последнего этапа просто не дойдет. С вами был Моникс Алексеевич. Работайте спокойно и осознанно.